Знакомьтесь, Сопот. Крохотный польский город на Балтийском побережье, где процент безработицы стремится к нулю, а главной достопримечательностью является Кривой дом. В этом видео мы увидим отель, где находился Гитлер, а также прогуляемся по самому большому деревянному пирсу в Европе. В общем, будет очень интересно, поэтому смотрите это видео до конца и приятного вам просмотра. Мы уже в Сопоте, приехали сюда на электричке всего лишь за 20 минут и всего лишь за 10 злотых. Электричка СКМ с центра Гданьска до Сопота. Сейчас будем изучать город, с погодой нам повезло, ну и мы вот только-только вышли в город из вокзала торгового центра, и здесь уже очень даже уютно, мне начинает нравиться. Удобно то, что все достопримечательности здесь находятся в центре, в одном месте, далеко идти не надо и ехать никуда не надо. И сейчас, в первую очередь, мы зайдем в самый-самый центр, на самую главную пешеходную улицу Монте-Кассита. Прошло буквально 2 минуты, и вот мы уже находимся на начале нашей улицы. Это пешеходная улица Монте-Кассита. Вот так она спускается вниз, к морю. И здесь же находится еще одна достопримечательность. Это костел Святого Георгия. Очень красивое здание. К вашему вниманию, мистер Парасолька или мистер Амбрелла. Мы сейчас с вами находимся в самом центре Сопота, как я сказала, на улице Монте-Кассино. Ее также называют Манчак. И вообще это тусовочная улица. Здесь она особенно оживает ночью. Здесь много заведений, пабов, ресторанов, но и днем здесь есть что поделать, что посмотреть. Здесь в целом очень красиво, очень приятно гулять. И сейчас-то мы приехали зимой, поэтому людей не очень много, но летом здесь просто огромные толпы и не так атмосферно, как сейчас. О, Кривой дом. Вот мы к нему и пришли. Перед вами Кривой дом, который был построен в 2004 году и с того момента, с того времени стал такой визитной карточкой Сопота. Просто посмотрите на его необычные формы. Кривой дом действительно кривой за счет того, что у него нет ровных мест и углов. Его история началась 19 лет назад, момент, когда два польских архитектора, Шатинских и Залевский, получили заказ на строительство торгового центра, но не простого, а такого, что привлекал внимание толп людей и был на слуху. Как вы поняли, цель была выполнена очень даже успешно, потому что домик стал одним из самых фотографируемых зданий Польши. На первом этаже здесь находится торговый центр, на втором офисные помещения польских радиостанций, а на третьем пабы и клубы. В общем, место необычное, интересное, поэтому грех его не посетить, будучи в Сопоте. Пошел дождик, поэтому мы решили сделать перекус, обед. Спрятались в вот таком вот интересном заведении, которое сейчас не работает, наверное. Находится оно в торговом центре непонятного строения. Ну, в общем, а что делать? Интересно, хотела показать лайфхак. В общем, мы с собой вчера, когда ездили в замок, взяли сырники и не прогадали. Это очень классная еда, чтобы брать ее с собой, потому что холодные сырники очень вкусные, ну, жареные, только не жирные. И их очень удобно вот так заворачивать. В общем, сейчас покушаем, а потом пойдем дальше гулять по Сопоту. Дождь, конечно, пока что не планирует останавливаться. Ну ладно.
Отошли немного от главных улиц, а то что, ходить только по туристическим дорогам. Посмотрим еще город с разных сторон. Вот забрели в такой парк небольшой. Солнышко светит. Который находится аккурат возле туристических мест, в самом-самом центре. Ну, сейчас, да, будем отходить. Вот, но здесь очень уютно. Я представляю, как здесь летом. Наверняка кайфово здесь отдыхать, приезжать. В общем, если будете в Сопоте, обязательно погуляйте по улицам, которые идут дальше центра. Мы так обошли несколько, нам понравилось. Очень красивый частный сектор. И город сам по себе маленький, Сопот. И с этим, кстати, есть один интересный факт. В 1973 году население Сопота превысило 50 тысяч жителей. И поэтому тогда был такой закон, что когда город превышает такое количество жителей, то статус мэра этого города может поменяться на статус президента. То есть президент города — очень необычный закон. Интересно, почему он появился и от чего это пошло. Если знаете, поляки, напишите в комментариях. Как мило! Не могу. А теперь время подняться на местную обзорную площадку, а точнее маяк, который удивил меня одним фактом. Но обо всем по порядку. И снова подъемы. Мы с вами поднялись на маяк за 18 злотых на двоих. Сейчас здесь, к сожалению, ведутся ремонтные работы, поэтому вид не супер чистый, много лесов, но, тем не менее, виды здесь очень красивые и подниматься недолго. Это единственная смотровая площадка в Сопоте, которую мы знаем, и отсюда можно увидеть не только Сопот, который очень красивый, но и другие города, например, Гданьск и Гдыню. Да, не вдалеке, но тут открывается очень большой кругозор. А сейчас готовьтесь, будет очень интересный факт. На самом деле это не маяк, это дымоход, который был построен в начале 19 века, но в 1977 году его перестроили под маяк, и он поменял свою функцию. Но сам факт необычный, я когда об этом узнала, такая думаю, что? Очень интересно. Внутри здесь, конечно, выглядит все старо, и, наверное, не зря делают этот ремонт, и скоро этого всего не будет. Так что, надеюсь, когда вы здесь побываете, если побываете, то маяк уже будет выглядеть по-новому. А еще за подъем на маяк вы получите вот такой вот сертификат, который это подтверждает, что вы поднялись, вы молодец. Очень классная фишка, впервые такое вообще встретила. Сразу возле маяка находится вход на пирс, который здесь называют Мола, самый большой деревянный пирс в Европе, на минуточку, но подойдем мы к нему чуть-чуть позже. А пока Гранд Отель. Не смогли пройти мимо него и не показать вам эту гостиницу пятизвездочную, которых в Сопоте всего 3. Немного фактов про него. Во-первых, еще 4 года и отелю будет 100 лет. Во-вторых, здесь всего находится 126 номеров. И в-третьих, цена. Ну, естественно, цена — это всем интересно, сколько тут стоит жилье. Сейчас в январе цены стартуют от 450 злотых в день. Летом можете эту цифру смело умножать как минимум на 2. Вид с отеля, конечно же, соответствующий. Вообще в Гранд Отеле останавливалось больше 25 знаменитых людей из самых разных стран. Президенты, политики, актеры и певцы. И, как я сказала в начале видео, Гитлер здесь тоже был в сентябре 1939 года. В течение недели отель был его штаб-квартирой, откуда он выезжал на окраины Варшавы, чтобы наблюдать за вторжением в город. Итак, пирс.
Как я уже сказала, это самый большой деревянный пирс в Европе. Его длина достигает более 500 метров. Сейчас мы по нему прогуляемся, посмотрим. Но уже сразу видно, что он очень широкий, комфортный, и людей здесь намного больше, чем в других местах, потому что этот пирс является еще одной важной достопримечательностью Сопота. Песики. Чтобы вы понимали, 102 634 – это количество отзывов у нашего мола на Google картах. Редко у какой достопримечательности увидишь столько отзывов, так что да, место очень популярное. Мы вообще не планировали тут много снимать, вроде пирс как пирс, но прогулявшись по нему, я сделала кучу кадров, потому что здесь очень атмосферно. Живая музыка, голоса людей, чайки, собаки, красивое море, пейзажи и даже радуга, которая идеально дополнила всю картину. Создали прекрасное впечатление. Пупсик. Пляжи Сопота — это еще та прелесть. И здесь просто нереально сколько живности. Это были голуби. Тут есть много чаек, уток. Там лебеди, голуби и собака. Страшно, откусит и все. Пляжи тут очень широкие, как вы видите. Ширина тут около 100 метров, в длину сам пляж 4 километра. И очень классно. Я люблю широкие пляжи. Такие же были как раз таки в Даньске, в Болгарии, в Бургасе такие были пляжи. Вот, это очень комфортно и кайфово. Само море здесь чистое, по крайней мере сейчас мы это увидели, когда ходили по пирсу. И также здесь очень пологий вход в воду, так что здесь хорошо купаться, наверное, летом. Но важно помнить, что температура здесь, в принципе, в Польше, у моря достигает 20-25 градусов максимум, то есть лето прохладное. Но кому нравится, то, конечно же, welcome. Людей сейчас здесь очень много. Вот можно посмотреть. Впереди много точечек. Там даже, наверное, и не видно. Ну, в общем, люди просто ходят, гуляют, отдыхают. Январь. Барон. Ну, какие следы оставляют. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Параллельно пляжам здесь находится большой северный парк. Очень, как видите, красивое, зеленое, чистое место, где можно релакснуть в Сопоте, отдохнуть, погулять самому, с собакой, с кем-то. Ой, в общем, в Сопоте уютно, как вы поняли, и есть что поделать. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Подведя итог, хочу сказать, что Сопот мне очень понравился. Это мега-компактный город, где все находится рядом друг к другу. Здесь приятный климат, и я бы сказала, этот город не только уютный, но еще и элегантный, потому что сразу видно, что здесь жить дорого, особенно летом. И, как вы поняли, зимой здесь тоже не скучно, можно гулять по парку, по пляжу, наслаждаться природой и в целом, да, самим городом. И поэтому на один день приехать сюда вообще идеально. Не знаю, как насчет того жить здесь, я бы, наверное, пока не решилась, но посетить этот город точно стоит.
А как Сопот вам? Пишите в комментариях, делитесь впечатлениями. Как всегда, мне это очень интересно, читаю всегда вас. И увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Пока!